Маршрутов много. Перед поездкой выбирайте в картах подходящий. Если хочется дослушать подкаст, доехать без пересадок или, наконец, прогуляться, стройте маршруты, как вам ближе. Яндекс.Карты. Приложение к городу. Я всех приветствую, товарищи. Итак, в этом видео речь пойдет о том, как я собирал компьютер подписчику за 120 тысяч рублей или 1300 баксов. Чеки, разумеется, перед вами на экране, без вопросов. Все было куплено в DNS, плюс на Озоне, без участия вендоров. Но что хочется сразу сказать, пожалуй, то, что 99% можно было собрать дешевле такой компьютер, скажем, сильно сэкономить там, например, на видеокарте, или взять китайскую видеокарту, прямо самую дешевую с Озона. Можно было еще, конечно же, сэкономить там на этом корпусе, на самую дешевую память, например, или, скажем, взять Ryzen 5, там, 7500F вместо Intel. Но мой подписчик, на секундочку, оказался очень прямолинейным человеком. Он категорически не хотел собирать на платформе AMD, плюс также он не хотел, чтобы в компе стояла самая дешевая китайская видеокарта или там дешманская материнская плата, скажем, там какая-нибудь S-ROG. Не по своей воле я собрал ПК именно за 120 тысяч, а следовал пожеланиям подписчика. Зато, да, действительно, смотря на эту сборочку, я понимаю, что у меня точно не будет болеть потом башка, что внезапно что-то случится с блоком питания или там видеокарты, потому что собиралась машина из приличных компаний, то есть вендоров, и, например, чего стоит только материнская плата от компании Asus. Это вообще не дешевый вендор, об этом знают подписчики. В этом видео быстренько пройдемся по комплектующим, соберем все железо и протестируем, внимание, все в 2К или QHD разрешении на запредельных настройках, потому что, да, подписчик купил себе 2К монитор на 165 Гц, и поэтому как раз задача была, чтобы в 2К запускались игрушки в стабильных 60 FPS. Так что можно назвать эту сборочку минимальный игровой ПК для запуска в 2К на ультра настройках. Вот примерно вот такая история. В общем, мы вернемся к этой теме более детально через пару минут после небольшой рекламной паузы. Друзья, вы наверняка уже видели много рекламы про работу в IT-сфере. Сегодня я хочу рассказать вам о курсе, где писать код можно на русском языке. Представляете? То есть не обязательно знать английский, чтобы попасть в IT, ведь существует язык программирования 1С, и это один из самых популярных языков в России и СНГ. Благодаря ему работают многие привычные нам сервисы. Его используют Яндекс, Озон, МТС, РЖД, Магнит и многие другие, как крупные, так и малые компании. Например, отели используют его для ведения учета свободных номеров, сборщики сервисов доставки быстро находят нужные товары на складе, а торговые компании принимают заказы в мессенджерах. Если уже стало интересно вам, то сканируйте QR-код на экране и попробуйте пройти бесплатную вводную часть курса от Яндекс.Практикума, чтобы познакомиться с профессией 1С разработчика. А я вам сейчас расскажу чуть подробнее. На курсе в Яндекс.Практикуме вы сможете получить весь необходимый багаж знаний и практического опыта в работе с 1С. Вас ждет большое количество практических заданий, от 6 до 8 учебных проектов и итоговая дипломная работа, и все это за полгода из программы трудоустройства от карьерного центра. Там вам помогут составить резюме, собрать портфолио, а после курса сможете пройти стажировку. Яндекс.Практикум уже трудоустроил более 10 тысяч своих выпускников. Еще Яндекс.Практикум внедрил в программу обучения свою нейросеть Яндекс.GPT. Она объяснит теорию более простыми словами, а в конце каждого урока подготовит краткий пересказ. Самое время изменить свою жизнь и попробовать что-то новое. Если вы дослушали до этого момента и вам стало еще интереснее, то переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране и начните осваивать востребованную профессию вместе с Яндекс. Всем удачи, но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, начнем, пожалуй, по стандарту. Я буду перечислять все комплектующие в порядке важности. И первое — это процессор. Проц я взял за 20 тысяч. Это i5 13400F на 10 ядер 16 потоков. Проверенный, современный, вопросов не имеем. Далее, этот процессор я решил поставить в материнскую плату на последнем чипсете B760 с поддержкой памяти DDR5. В общем, это материнка от Asus, серия Prime с поддержкой Wi-Fi 6. Просто хорошая качественная мать от топовой фирмы за 16 тысяч. Далее в эту материнскую плату нужно поставить еще SSD-накопитель и оперативную память. Что насчет памяти, то у нас она будет двумя плашками 32 оператива DDR5 5200 от фирмы XPG. Отличием этой памяти является, я бы сказал, очень большие металлические радиаторы и относительно невысокие тайминги 30
1080, что для DDR5 памяти вполне достойно за 11500. Далее SSD-накопитель, тут я взял уже по желанию подписчика. Он сам захотел большой объем, и поэтому вместо стандартных 1 терабайт я взял на 2 терабайта. Это известно, я думаю, уже всем зрителям серия NV2 от Kingston, тоже проверенный временем стабильный SSD-шник от серьезной фирмы за 12 тысяч с копейками. Ну окей, в общем, базовый комплект мать прос плюс память SSD уже выяснили, что из себя представляет, и теперь давайте видеокарта, блок питания, охлаждение и корпус. Значит, блок питания у нас я решил не экспериментировать и взял уже проверенный не на одной сборке. Это питальник Deepcool на 650 Вт с бронзовым сертификатом за 6000 рублей, если я не ошибаюсь. Отличный, что важно, тяжелый, внимание, тяжелый блок питания. Это смешно, я знаю, звучит, оценивать по качеству именно за счет веса, но поверьте мне, чем тяжелее блок, тем вероятнее, именно вероятнее, что в нем не пустая начинка за 5 копеек. Короче, с блоком тут все, в принципе, понятно, хороший, качественный, проверенный. Теперь давайте переключимся на охлаждение процессора, и тут я все же хотел поставить именно сперва доступную по цене обычную башню, ну, скажем, там за 2500, возможно, 3000, но подписчик сказал, что в будущем хочет прокачивать свой компьютер и, скорее всего, поставит потом, там, через некоторое время i7, например, 14700F, и поэтому нужна была водянка, ну, хотя бы там до 7000. Ну, и я, конечно же, взял доступную по цене воду от Deepcool, двухсекционную воду с приличным запасом. Она стоит вроде бы 6400, это тот случай, где можно было реально сэкономить, но вот хочет человек-подписчик водянку, нет вопросов, я ставлю ему водянку. Хозяин барин, ну окей, едем далее. Теперь у нас, пожалуй, самая важная деталь, что делает любой компьютер именно игровым. Это видеокарта, и тут бюджет был в пределах разумного, и на все про все нужно было потратить и поставить что-то прям, ну все, кроме AMD, и там примерно до 45 тысяч, и мне на ум пришло только 4060 Ti, она как раз и стоит 42, возможно 43 тысячи с копейками. Да, я знаю про варианты с радионами, там, по-моему, 7700 XT, но все равно меня просили, кроме AMD, так что тут за эти денежки из новых видеокарт с документами только 4060 Ti. Почему только 4060 Ti? Потому что 4070, например, та, что получше, обычно стоит уже сегодня там 65 тысяч, и это как бы, ну, почти что на 23 тысячи больше, это существенная разница, так что 4060 Ti, как по мне, должна будет справиться с поставленными задачами именно в 2К на ультра. Не забываем, что у нее есть поддержка DLSS 3.0, плюс также имеется генерация кадров, что прям сильно будет в пользу именно для видеокарты. Вот такая вот история именно с видяха. Но последнее в этом списке, понятное дело, что все это нужно куда поместить правильно, в корпус, и желательно по формату материнской платы, именно в формате micro ITX. И мне тут, знаете, ну просто понравился корпус от той же Deepcool, в котором из коробки идут сразу в комплекте сразу 3 вертушки, 2 спереди и 1 на выдув. Я поместил их, именно эти 3 вертушки спереди, а водянку поставил традиционно сверху. Короче, вот такой вот у нас получился компьютер именно визуально, но работает, кстати, очень тихо, все же ветродувы у Deepcool часто очень тихие. Плюс я настроил все вручную, плюс дрова поставил, обновил BIOS, и теперь можно запустить парочку проектов, так сказать, оценить температуру железа внутри в закрытом корпусе. Плюс, конечно же, посмотрим на общую производительность в игрушках. Итак, первым делом по классике у нас Counter-Strike 2 часть, далее будет Ведьмак 3 с трассировкой, и, конечно же, в конце Киберпунк. Начнем, пожалуй, с контры, и тут я не знаю, что особо вообще-то комментировать. У нас на ультра без DLSS, то есть без FSR, у нас в среднем 250-300 кадров. Как по мне, более чем с большим запасом, плюс также видим смешную температуру на процессоре и на видеокарте. Кстати, сейчас резко потеплело за окном, в комнате, скажем так, ну довольно душно и жарко, и все равно в закрытом корпусе видим 45-50 на процессоре и 65, возможно там 66 копейками на видеокарте. Это вообще смешные температуры, при том, что скорость вертушек у нас минимальная, еле пукает. Короче, пока что полет нормальный, теперь заметно усложняем задачу и запускаем с вами Ведьмак 3 с лучами. Тут я тоже выставил все на запредельных настройках с включенным DLSS в режиме баланс, но не стал включать в этот раз, не знаю почему, но короче я не стал включать генерацию кадров, чтобы не было задержек, там хотелось как-то, не знаю, оценить, скажем так, чистый фрейм без генерации. Если нужно, то, конечно, можно включить данную опцию и получите плюс 50% к уже имеющимся, не знаю, 50-60 кадров, но все равно, даже без Frame Generation у нас в 2К на ультра с лучами именно в Киберпанке 50-60 плюс кадров, так что не вижу смысла вообще включать генерацию именно в Ведьмаке 3. И та же самая история повторяется у нас как
раз таки в Киберпанке. Тоже нет смысла включать генерацию кадров, потому что и без нее у нас, ну, такие довольно серьезные 55, возможно 60 плюс кадров на самых ультра настройках, но с DLSS баланс, который я, кстати, на секундочку подкручиваю до единицы, чтобы была максимальная резкость в DLSS, а не мыло. Хотя в 2К в DLSS баланс равный единице, это все равно достойная резкость, именно из-за того, что высокая плотность пикселей, например, на 27-дюймовых мониторах, так что и так вполне сойдет. Короче, друзья, вот такая у нас вышла производительность, в ней есть запас на генерацию кадров, если будет подписчику, скажем, мало просто вот этих 60 кадров, то просто он в опциях включает эту самую генерацию кадров, и там, где было у него 60, станет на ультра 90. Но я включаю эту опцию лично я только вот прям в очень, если мне очень не хватает FPS. Просто такой себе, знаете, запасной вариант, что поддерживает видеокарты 40 серии RTX. Так что вот такая мне вышла, в принципе, сборочка. Уважаемые зрители, напишите обязательно в комментариях, что мне понравилось в этом компьютере, хотя я примерно уже понимаю, что не понравилось. И также мне интересно почитать, послушать именно ваше мнение. Плюс напишите, интересно ли вам еще снимать такие видео о сборках по частям из DNS и так далее. И какой бюджет вам более интересен. Вот и вся история. И на этом я буду уже заканчивать. Увидимся с вами уже через пару дней. Не болейте и до встречи на канале. Всем удачи. Пока-пока.